В этом видео я вам покажу 10 покупных фокусов от самого простого до самого сложного. Поверьте, будет очень интересно. И первый фокус — это вот такая пленка. Все, что бы вы ни поставили за ней, обязательно исчезает. По-моему, это уже не фокус, а какая-то неизвестная нам современная стелс-технология. Посмотрите, как легко можно сделать невидимым карандаш. Но если провернуть этот кусочек пластика на 90 градусов, то карандаш становится виден, но остальные два карандаша просто исчезают. По-моему, это уже какие-то космические технологии, которые нам не должны быть доступны. Но вот с огнем от свечи эта пленка действует совсем по-другому, она его размножает. Напишите в комментариях, сколько огоньков вы насчитали. Как работает этот удивительный оптический фокус, я напишу в описании к этому видео. Зайдите и обязательно прочитайте. Следующий фокус будет с вот такой обычной ложкой. Если воздействовать на нее своим биомагнитным полем, то металл начинает менять свои свойства и гнется прямо у вас в руках. В результате мы получаем вот такой эффект. Ложка действительно изогнулась. Но как же это произошло и как работает этот фокус? В действительности ложек не одна, а их две. Ложка, которую я вам показывал в фокусе, состоит из двух частей, которые гибко соединены друг между другом. Все, что вам необходимо, это всего лишь немного практики, а в конце показать вторую ложку, которая уже изогнута. Вот и все. Следующий фокус мне очень сильно понравился. Надеюсь, вы сразу догадаетесь, в чем здесь секрет, и напишите об этом в комментариях. Это вот такая магическая коробочка, внутри которой находится шухлядка с шариком красного цвета. Если вставить шухлядку обратно и произнести над ней специальное заклинание, которое идет в инструкции, то шарик меняет свой цвет с красного на синий. Если вы еще не догадались, в чем здесь секрет, сейчас я вам все покажу и детально расскажу. Внутри коробочки есть вот такой пластиковый штифт, а в шухлядке под этот штифт прямоугольное отверстие с обеих сторон. Когда мы вставляем шухлядку в коробочку, штифт через отверстие в шухлядке давит на внутренний механизм, который меняет шарики местами, ведь их в действительности два. Именно так и работает этот фокус. Напишите в комментариях, кто догадался сразу. Следующий фокус будет с картами. Как вы видите, это обычная колода карт. Переворачиваем колоду рубашкой вверх и даем выбрать одну из них. Давайте ее обязательно запомним. Возвращаем ее обратно, и сейчас будет настоящий фокус. Карта удивительным способом перемещается вверх. Весь секрет в колоде. Она вполне обычная, но только до середины. После Джокера все оставшиеся карты — это шестерки червей. Показывая первую часть колоды, я вам даю понять, что она вполне обычная. Но выбрать карту я вам даю уже со второй части колоды, где только одни шестерки червей. Таким способом этот фокус сработает 100%. Эта коробочка управляет временем и пространством, внутри нее все исчезает. Давайте заглянем вовнутрь. Внутри нет ничего интересного, это простая коробка. Теперь давайте положим вовнутрь колоду карт, закроем и немножко встряхнем. Открываем и видим, что наша колода исчезла. Разве это не настоящая магия? Давайте еще раз ее встряхнем. Как по волшебству, колода снова возвращается. Мне кажется, что этот фокус достоин лайка, не забудьте его поставить. Как же этот фокус на самом деле работает? В задней части коробки есть вот такая движущая стенка. Когда мы опускаем ее вниз, она запирает скрытую потайную шухлядку, где находится предмет, который должен исчезнуть. Вот эта шухлядка. Возвращая стенку обратно, как по волшебству, колода снова появляется. Но вы-то уже знаете, в чем здесь секрет. Если вам понравился этот фокус, как и мне, обязательно оставьте свой комментарий. Этот фокус очень прост. Фактически он и не является фокусом. Здесь работает чистая физика. Весь секрет вот в этой бумажке. Она имеет память. Если ее согнуть, то со временем она принимает ту форму, которую вы ранее ей придали. Вот весь и секрет.
Следующий фокус совсем не очевиден. У нас есть вот такая монетница. Если туда вложить монетки, то видно, что они полностью перекрывают отверстия. Теперь внутрь монетницы вставляем простой листок бумаги. А теперь с помощью карандашей через отверстие в монетнице постараемся сделать отверстие в бумаге. Карандаши один за одним спокойно проходят сквозь бумагу, но как это возможно? Там же внутри находятся монетки, которые сделаны с металла. Вытягиваем карандаши и видим, что мы действительно сделали 3 ровных отверстия. Но как это возможно? Неужели карандаш смог пробить металлическую монетку? На бумаге действительно есть отверстия, но есть ли отверстия в монетках? А на монетках ничего нет, они целые. Но как же это возможно? В чем же здесь секрет? А секрет вот в чем. Вот здесь сбоку есть небольшой рычажок, который позволяет сместить внутреннюю потайную шухлядку. В результате чего монетки уходят в сторону и не мешают прохождению карандашей. Главное потом незаметно вернуть все на место. Вот весь и секрет. Следующий фокус будет с гильотиной, и ощущения от выполнения его не очень приятные. Для эксперимента сначала возьмем крабовую палочку и проверим, работает ли наша гильотина или нет. Ну что ж, крабовую палочку наша гильотина режет просто превосходно. А что же с пальцами? Слава богу, с пальцами все нормально, но вот повторять этот фокус я бы больше не стал. Можете сильно не волноваться, нож здесь выполнен из пластика, и нанести какой-то вред у него не получится. Чтобы фокус сработал, сначала нож нужно опустить в самый низ, вставить палец, а потом поднять его вверх. Как видно на видео, нож имеет Г-образную форму, и теперь вы можете спокойно выполнять этот фокус, и вашему пальцу ничего не грозит. Для следующего фокуса нам понадобится вот такой болт и гайка. Фокус в том, что это не простая гайка, а волшебная, она может самостоятельно вращаться и двигаться вдоль резьбы. И это уже довольно непростой фокус с точки зрения исполнения, а также с технической стороны. Секрет этого фокуса в том, что это совсем непростой болт. Внутри его головки скрывается очень маленькая батарейка, а в самом стержне находится маленький вибродвигатель с пружинкой. Запускается весь этот механизм маленьким магнитом, который через двухсторонний скотч я клею себе на палец. Прикасаясь головкой болта к магниту, вибродвигатель сразу начинает работать. Из-за вибрации гайка начинает подниматься вверх по резьбе, и выглядит это просто невероятно. Но самое удивительное в этом фокусе то, что он может работать удаленно, то есть прикасаться магнитом к болту даже нет надобности. Самым удивительным и самым лучшим фокусом я считаю фокус с вот таким кольцом очень странной формы. Зачем кольцу такая странная форма, я вам очень скоро объясню. Берем зеркало и наше необычное кольцо. В зеркале видно, что кольцо имеет квадратную форму, но если его провернуть на 180 градусов, то форма меняется с квадратной на круглую. И сколько бы раз мы не повторяли этот фокус, форма постоянно меняется, с круглой на квадратную и обратно. Секрет этого фокуса в следующем. Главное указательным пальцем держаться за вот этот уголок в виде горы. Расположив большой палец по диагонали к указательному и выбрав правильный угол наклона кольца, мы получаем вот такой эффект. Как по мне, этот фокус по праву занимает первое место. Если вы считаете иначе, напишите об этом в комментариях. Хотите увидеть продолжение и узнать секреты других фокусов? Если это видео наберет хотя бы 100 комментариев, то вторая часть появится очень скоро. Спасибо за просмотр и до следующего видео.